Всем большой привет, меня зовут Элина, я архитектор-дизайнер, и на этом канале я показываю, как можно создавать классный декор для интерьера своими руками. Я думаю, многие из вас видели эти объемные картины, или что это скульптуры. Они очень такие интересные, достаточно популярные. Я видела много DIY проектов, где их делают, и в основном все используют пенополистирол, и мне не очень это нравится. Я решила сделать свой вариант более добротный и использовать свое любимое папье-маше. Ну, конечно, что еще? Папье-маше, из него вообще все что угодно можно сделать. Я решила сначала сделать для папье-маше основу. Для этого я взяла ДВП размером 30 на 30 и скульптурный пластилин. Пластилин оказался очень хорошим, достаточно твердым, удобным в работе и очень легко отмывающимся с рук. Я выложила пластилин на ДВП и начала формировать будущую композицию. Это основа для картины, на которую я потом буду приклеивать папье-маше, и эту основу можно использовать неограниченное количество раз, то есть тиражировать вот эти картины. Для того, чтобы бумага не приклеилась к пластилину и было легко ее снять, я покрыла основу пленкой, перед этим сбрызнула ее водой, чтобы пленка легче и ровнее приклеилась. Разгладила все складочки при помощи карты. Я решила использовать крафтовую бумагу. Промазывала кусочки ПВА клеем и клеила внахлёст. Но когда я начала наносить второй слой, бумага стала пузыриться, мне не понравился этот эффект, и я решила сделать по-другому. Снова покрыла основу пленкой и на этот раз зафиксировала ее по краям прозрачным скотчем. Взяла туалетную бумагу и покрыла при помощи клея и ПВА в несколько слоев. Когда папье-маше высохло, сняла его с основы. Вырезала еще один кусок ДВП и тем же способом приклеила к нему папье-маше. Потом я взяла шпатлевку и кистью покрыла всю картину.
Пока моя картина сохнет, расскажу об устройстве этого камина. Меня об этом спрашивали в комментариях. Как вы понимаете, это фальш-камин, то есть он не функционирует, поэтому здесь стоят свечки, но их я тоже не часто зажигаю, потому что немножко побаиваюсь устроить пожар. Конструкция супер простая, это обычный короб из ГКЛ на металлическом профиле, как любой короб, который собирается во время ремонта. Облицован он керамогранитом керамомарацци Монте Тиберио, внутри покраска, а сверху мебельный щит, вырезанный по размеру и запиленный под углом 45 градусов. Покрыла я его шпатлевкой в несколько слоев и добавляла немножко краски между слоями для того, чтобы получить такую неравномерную текстуру. Но это произошло не сразу, изначально он выглядел вот так. Максимально простая и дешевая конструкция, но мне нравится, как он выглядит. Итак, вернемся к картине. После высыхания кое-где я добавила объема при помощи шпателя. Зашлифовала всю поверхность. Чтобы было удобнее делать ровные углы, я воспользовалась пилкой для ногтей. Мне захотелось добавить текстуру, и я покрыла поверхность акриловой краской, смешанной с пищевой содой. Можно еще добавить к картине плавающую рамку, как здесь, например, но я решила оставить как есть. Прикрутила крепление и повесила картину на стену. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам эта техника. Обязательно подписывайтесь на мой канал и до встречи в новых выпусках.